Вот она, грядочка моих любимчиков. До сюда никто не дошел. Весь склон в грибах. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся и пособираем грибы грузди. Прогуляемся по шикарному леску, посмотрим, какой у меня сегодня урожай, и вообще найду ли я их или нет. Кстати, они должны до сих пор еще идти в лесу, и их должно быть еще больше, чем в те разы, как я собирал. Конечно же, это вы все увидите на протяжении видео. Ну а тем временем, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал и перейдем к сбору наших грибочков. Ну что, я еще не дошел, конечно, до нужной полянки, но уже первые мои груздики уже попались. Сегодня у нас воскресенье. Естественно, в воскресенье уже грибы собраны, потому что основная масса грибников, естественно, прошли в субботу. Пособирали, но тем не менее, как вы видите, мне тоже грибы достаются. Собрано не все. Вот такие вот малыши-карандаши я и собираю. Это только первые грибочки. Я только зашел в лес, до основных полянок нужно еще дойти. А вот что я хотел показать. Вот буквально вчера собирали грибы. Я уже пришел сегодня, и у меня снова есть грузди. Это груздь перечный. Он, кстати, горький. Здесь, видите, еще и большие попадаются. То есть, как обычно, как я всегда говорю, что грибы все собрать в лесу невозможно. Если грибочки есть, то их хватит всем. И вот он, друзья, вот такой вот красавчик. У него выделяется сок. Они горькие. Их нужно вымачивать. И прежде чем засаливать их, я их только засаливаю. Но это я приехал, так как у меня прошлые грибы вымачиваются, это я приехал для того, чтобы их немного насобирать и провести эксперимент. Потому что если, как мне написали в комментариях, если их поставить и сварить, то не надо их тогда вымачивать. А вот это я и хочу проверить. Если это так, тогда и не надо будет по 3 дня их вымачивать. Можно будет сразу. Кстати, читал в комментариях, что можно их жарить. Посмотрел в интернете. И на самом деле с этих груздей можно делать очень много всеразличных блюд. Если, конечно, правильно приготовить. Ну а там мы в этом разберемся. И в следующих видео все я вам буду рассказывать, что у меня получилось. Еще здесь спрятались красавчики. Вот такие вот толстенькие и хорошенькие. Здесь они, видите, прячутся. Но это уже какие-то они очень старые. Ясно, что нам не нужные. Нам надо такие тверденькие, более-менее среднего хорошего размера. Ну ничего, грибы попадаются. Сейчас мы с вами здесь их и насобираем. Целую кучу. Кстати, у груздей очень много всяких похожих видов. Это я собираю груздь перечный. Вот как он выглядит. Сейчас будет выделяться такое молочко. Кстати, сразу хочу напомнить, что ни в коем случае нельзя потереть глаз, ну, или такие места, потому что оно будет печь. Вот это сок, он очень такой вредный, если попадет куда-нибудь на слизистую. Ну, этот уже старенький. Поэтому будьте внимательны и не забывайте о том, что глаз не тирануть. У меня были случаи такие уже неоднократно. И ощущения не из приятных, я вам честно скажу. А вот, друзья, чудненькая грядочка, а? Такие крупные. Я шел, собирал по одному, пока что было не очень так интересно. Но зато теперь вот такая вот шикарная грядка. Вчера была упущена грибниками, которую, естественно, я и нашел. А? Такие они молоденькие, красивенькие, обалденненькие. Ой, хорошо. Это еще не все.
Вот еще грядочка продолжается. О, какая красота. Так что не забывайте, грибов в лесу хватит всем. И это я, естественно, собираю в Пионерском. А сюда я пришел со стороны озера, которое я вам сейчас и покажу. Маленький кадрик самого озера. Рыба в озере, кстати, есть. Но она почему-то там не клюет. Ребята, а это небольшой такой кадр моих подсолнухов. Они у меня только начинают цвести. Ну, вот такое собственное поле подсолнушков у меня есть. Ну что, ребята, я решил расширить сегодняшнюю прогулочку и пошел в соседнюю балку. Для того, чтобы посмотреть, есть ли тут тоже грузди. Их было здесь очень много. Конечно же, они здесь попадаются. Их уже кто-то пособирал. Ну, сам факт того, что их здесь было очень много. И это все можно будет видеть по пенькам, которые здесь брошены. Но несмотря на то, что здесь уже прошло много людей в субботу, в воскресенье все равно есть грибы. Так что кто ищет, тот обязательно найдет грибочков для себя. Тем более сейчас в Грузии, кто знает, поляны хорошие, можно смело ехать и проверять. Сейчас их очень много идет. Друзья, вот и сегодняшняя неожиданность. Хоп, она лисичка. Еще даже в лесу можно лисички повстречать. Конечно же, она какая-то такая суховатенькая внешне. Видимо, здесь дождя не было или что. Но, тем не менее, она все равно пытается расти. Если, конечно, пройдут дожди, может даже и лисичка заново пойдет. Но это не точно. Это мы проверим после дождей. Тем более дожди обещают. Симферополь, кстати, подзатопило вчера. А на долине в сторону Ангарского перевала практически дождя и не было. Так, удачненько я зашел в соседнюю балочку. Расширить свой кругозор. А здесь еще, друзья, одна лисичка. Возможно, они здесь даже и будут еще попадаться. Ну вот, друзья, я их все-таки нашел. Вот она, грядочка моих любимчиков, груздей. Посмотрите, сколько их. Здесь целое поле грибов. Хорошо, что я с собой сразу взял 2 ведра. Вы смотрите-ка, ух ты, какие ряды. До сюда никто не дошел. Здесь ни одного пенечка нет. Ну, конечно же, понимаете, что мне пришлось пройтись. Но зато вы посмотрите, сколько их здесь. Ну и таких мест в лесу, понятно, что очень много. Вот, ну это старые какие-то, нам не надо. Вот они идут и идут. Вот это грядки. А? Весь склон в грибах. Столько даже я в этом году еще не видел. Сколько я хожу. Ух ты, давайте-ка посмотрим, вот этот здоровый какой-то. А, он уже старый, видите, засохший. Но молодых очень много. Немерено. Да, я очень рад сегодняшней прогулкой. Так что их просто завались. Так что не забывайте, если вначале нет грибов, никогда не расстраивайтесь. Потому что люди могут даже не дойти до сюда. Набрать ниже, а вы подниметесь выше, и здесь будут вот такие вот красавчики. Вот такие.
Так, приступим к сбору. Ой, я аж растерялся, с каких начинать грибов. Если столько, я не знаю. Какие они хорошие все. Просто идеал. Совершенство. Так, ладно. Сейчас немного пособираю, то покажу уже, сколько у меня будет их получить. Вот еще здесь, смотрите, в кустах спрятались. Ну, тут, конечно, и старенькие попадаются. Видимо, до сюда никто не доходил. Всем хватало чуть-чуть ниже. А я дошел и нашел. Ну что, ведерко уже одно полное. И сейчас будем во второе складывать наших красавчиков. Да, вот это мне, я даже не знаю, повезло, ребятки. Так что, смотрите, какие все. Ну, они идеальные, они просто обалденные. Так, ну что, ребята, вот я уже почти полных 2 ведерка собрал. Так что здесь еще сбор продолжается и продолжается. Сейчас я наберу их и уже, наверное, пойду к машине. Ребятушки, еще спряталась от меня лисичка. Вот она одна и вот вторая. Они сейчас какие-то тонковатенькие такие, но все равно это очень вкусные грибы. Как говорится, для запаха в картошку тоже пригодится. У меня уже 2 полных ведра с верхом. Они все попадаются и попадаются. Здесь просто балочка такая, что усыпана грибами. Я иду в сторону машины, они все равно попадаются. Я уже начал брать только маленькие. Большие просто оставляю. Ну что, ребята, обстановочка с грибами у нас обстоит вот таким вот образом. 2 ведра здесь. Сейчас вот здесь аккуратно надо пройти по этой грязной дороге. Ну вы поняли, да, что мне уже их некуда складывать. Ну и вот здесь вот такой грядкой по всему склону растут грузди. Вот идемте с вами и смотрим. Ну вот здесь, я не знаю, еще несколько ведер будет. Вон вы погляньте, вот тут все в грибах, все. О, да тут куда ни ступи, никуда ни глянь, везде грибы. Так, ниже еще пошли грибы. Так, я не знаю, мне надо как-то обойти их, чтоб не видеть. А то я уже не могу, я прям в восторге от сегодняшнего сбора. А здесь за час 2 ведра, а здесь за 5 минут 3 ведра будет. Так что, кто ищет, тот обязательно найдет. Ну что, друзья, вот такая вот у меня получилась шикарная прогулочка за грибами. Груздей в лесу валом. Кто знает грибные свои места, приходите, проверяйте, смотрите и набирайте полные корзины. Конечно же, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. И, друзья, до новых встреч в новых видео. Всем пока!